Доброго вам утра, дня и вечера. Я Баба Маша на канале Мухоморинг с Бабой Машей. Сегодня у нас будет чисто практическое занятие, как я приготавливаю и заготавливаю, и как я храню свои мухоморы. Бабушка села на свою лодку и поплыла на охоту. Я стараюсь собирать свои мухоморы в таких местах, где нет никаких следов человека. Там, где нет человеческих помоек, каких-то промышленных предприятий, где нет вокруг полей, опрысканных ядами разного рода. Это очень и очень важно, потому что если вы собрались лечиться микродозами мухомора, нужно точно знать, что он вам не навредит. В какой плоскости? В моих чатах и на стримах я вижу, что люди боятся и ботеновой кислоты. Однако нужно бояться неопознанных мухоморов. Если вы не уверены и купили это у кого попало, то вы можете получить токсическую бомбу, которая будет выглядеть как шляпка мухомора. Объясняю. Мухомор, как губка, всасывает в себя тяжелые металлы, яды, пестициды, гербициды, радиацию и т.д. и т.п. Я попозже сделаю видео по Аманита маскария токсикологии, а сейчас я просто переведу небольшой параграф из моей книги Аманита маскария микродозин. В этой главе я пишу исследования, которые были проведены, и что было в мухоморе обнаружено, какие тяжелые металлы. Ну, во-первых, ванадий, по данным Книфела и Байера по исследованию 1986 года, был выделен ванадий в мухоморе, который в 30 раз превышает концентрацию в любых живых организмах. Также в исследовании Ваткинса еще в 1964 году обнаружили высокий уровень селения, кадмий, кобальт, хром, свинец, ртуть и никель. Мышьяк был обнаружен, к примеру, в тех грибах, которые росли рядом с фабриками, которые использовали в своей технологии мышьяк. То есть исследований много, это уже доказано, поэтому бабушка призывает вас быть осторожным и не покупать мухомор у незнакомых людей. А если вы пошли в чистый лес, сами собрали, сами заготовили, то вы точно будете знать, что вы кушаете. Именно поэтому, когда люди пишут мне о негативных эффектах мухоморных микродоз, первый вопрос, который я им задаю: откуда грибы? И если они куплены из неизвестного источника, даже если на упаковочке написано «Алтай», но вы этого человека не знаете, вы не знаете, где он живет, где он собрал, где он взял, а просто верите ему на слово, особенно если он размахивает нашей с Томасом книжкой, то дальше тема эта не развивается, потому что обсуждать нечего. Если есть симптомы интоксикации, то какой смысл это обсуждать, если мы не знаем, что мы обсуждаем? В русской версии книги, которая вышла в сентябре прошлого года, эта информация есть. В части, написанной Томасом, на странице 31, поэтому обвинители, что мы замалчиваем эту информацию, речи быть не может. Собираю я здоровые, крепкие мухоморы, которые не повреждены червями. Стараюсь собирать мухоморы после дождя через 7 или 10 дней, когда я точно знаю, что эти мухоморы не стояли под дождиком. Вещества в мухоморе практически все водорастворимые, и если дождик прошел, то в этом грибе мало что остается. И говорим мы только об одном виде мухомора. Ошибиться практически невозможно. Первое, что я делаю, я очищаю мухоморы от грязи ножичком, от приливших листьев, травы и прочего. Затем особые упорные грязные пятна я отмываю влажной тряпочкой. Мухоморы лучше не мыть. Во-первых, мы вымываем вещества, а во-вторых, мытый мухомор очень плохо сушится, и есть вероятность, что он у вас на сушке и загниет. Затем я режу мухоморы, как пиццу, на небольшие кусочки. Я занимаюсь мухоморами уже 5 лет, поэтому я примерно на глаз знаю, сколько такой кусочек весит. Это в пределах грамма, плюс-минус. Затем раскладываю мухоморы на сушку в дегидраторе. У меня вот такой простенький дегидратор, 6 подносов, мне хватает. Ставлю я температуру 45 градусов Цельсия. У меня есть таймер, как правило, я ставлю на 20-30 часов, но через 5-6 часов я начинаю осматривать свои мухоморы и сортировать их пониже, повыше, так, чтобы они более или менее ровно подсушились. Потому что на первых подносах они сохнут быстрее, а на верхних помедленнее. Если на ощупь кусочек уже достаточно сухой, я складываю высушенные кусочки мухомора в стеклянную банку. На сушку у меня примерно уходит 24 часа, 30 часов.
И постепенно большая банка заполняется высохшими кусочками. Я закрываю банку на ночь плотной крышкой. И на утро эти мухоморы, пропотевшие, равномерно теряют свою сухость, становятся эластичными, гнутся туда и сюда и не хрустят. И после этого я просушиваю эти кусочки заново. Второй раз это занимает примерно 2 часа при той же температуре 45 градусов. И таким образом высушенные мухоморы я складываю в небольшие баночки, небольшие, чтобы при микродозинге постоянно не открывать большую 3-литровую банку. Именно небольшие банки по 100-150 мл, по 200. На дно я кладу рис. Рис я заворачиваю в салфетку, кладу салфетку на дно банки, сверху засыпаю свободно мухоморчики. И вот эта банка стоит у меня в холодильнике 3, 4, 5 максимально месяцев. Дольше я их не храню. Когда дело подходит к 5-му месяцу, я просто их раздаю. Курс я провожу сразу после сушки, потому что именно такие мухоморы мне больше подходят. Я их не вылеживаю для себя. Хотя это 50/50, мы как ранее говорили, каждому нужно будет свой именно химический индивидуальный состав мухомора. Мы об этом говорили в видео номер 3. Для сушки я отбираю самые хорошие, самые крепкие, самые чистые мухоморы. Все остальное идет на настойку. Как я делаю настойку? Я складываю шляпки в 3-литровую банку. И рукой в перчатке или рукой без перчатки я измельчаю эти мухоморы в массу, однородную массу. Примерно так же, как картофельное пюре. Прижимаю эти мухоморы сверху и затем заливаю 80-градусным спиртом. Спирт только и исключительно пищевой. Этанол. Можно залить 90 градусов, 95 градусов. По прошествии 40-45 дней я настойку отфильтровываю через марлю или нейлоновую ткань. Остатки грибов я выбрасываю, а саму настойку храню в банках в холодильнике. В ней может со временем появиться осадок. Со временем настойка также может поменять цвет с красного на коричневый. Это нормально, ничего страшного, она рабочая. Вот такая настойка исключительно концентрирована. Градус этой настойки в конце цикла варьирует от 35 до 38 градусов. Я показываю вам разницу между моей мухоморной настойкой и настойкой, которую сделал мой дружок. Он в банку спиртом бросил несколько шляпок и получил вот это. Мухоморную настойку я выдерживаю 40-45 дней при условиях температуры 4 градуса в полной темноте. Стараюсь не трогать, не стряхивать. Почему? Я не знаю. Я взяла этот рецепт со славянского радио, и он прекрасно для меня работает. Поэтому я не спрашиваю себя, почему я не встряхиваю, почему я закапываю это на метр и почему без доступа света, почему при 4 градусах, потому что это для меня работает. Водочная настойка для меня не работает, она намного слабее и она быстро портится. А вот такая настойка в моем холодильнике, на моем опыте, стояла 4,5, практически 5 лет и была абсолютно эффективна при болях. Спиртовый экстракт мухомора уже клинически исследован, есть исследование 2007 года, мы ранее об этом уже говорили, и доказано, что спиртовая настойка красного мухомора обладает противовоспалительными, анальгетическими свойствами и так далее. Что я делаю с ножками? Ножки я кушаю, особенно мне нравится самая нижняя часть. Ножки, которая наиболее вкусная, это яйцеобразное утолщение на конце ножки. Когда я собираю мухоморы, я выкручиваю целиком всю ножку. Возгласы о том, что бабушка убивает грибницу и все такое. Вы почитайте о том, какого размера вообще грибница. Она может занимать несколько квадратных километров. И почитайте о том, что сам гриб является только плодовым телом. Поэтому для того, чтобы разрушить грибницу, нужно срубить все деревья и распахать эту землю трактором. Вот тогда можно грибницу убить. Ножки я мою и очищаю от грязи. Режу колечками и замачиваю на 2 суток. Воду меняю 1 раз, могу поменять 2 раза. После этого я их отвариваю буквально 5 минут, воду выливаю, а потом или замораживаю, или готовлю, как угодно, жарю, парю, варю, все что угодно можете приготовить. В таком виде
ножки мухомора абсолютно безопасно, потому что вопрос ставился на голосовании, 2-3 раза отваренные ножки не всегда безопасны и могут дать психоделические эффекты, включая фракталы, головокружение и даже легкого или средней тяжести трипа. Я складываю это вот в такую большую банку, наливаю воду доверху, а сверху прижимаю чем-то стеклянным. Также я заготавливаю свежий сок мухомора, отжимаю руками через плотный нейлоновый мешок. Получается вот такая алая, красная кровяная жидкость. Я разливаю ее по формочкам, в которых я делаю грибной шоколад. Замораживаю, затем заворачиваю в пищевой пластик и кладу в морозилку. Этим соком я также пользуюсь, как и настойкой, поскольку по моей собственной биохимии мне подходит больше, чем свежее мухомор, тем лучше. Поэтому я очень часто микродозирую наружно свежим соком мухомора. Мне также присылали несколько отзывов, что алкогольная настойка мухомора улучшает зрение. Но как-то врачебная практика мне не позволяет капать в глаз алкоголь. Я пробовала капать свежий сок, замороженный, размороженный свежий сок. Ну, каких-то таких особых улучшений у меня нет. Как я уже ранее говорила, я делаю различного рода мази с сухим мухомором и также доливаю туда настойку. В русской версии книги также есть рецепты, которыми с нами поделился Томас. Это мази на основе мухомора, масло для волос, масло для кожи и так далее. Все это можно будет прочитать и самим все это сделать. Книгу можно купить, только написав мне в личку. Внимательно смотрите на мой ник, потому что мой ник тоже подделывают, там ставят дополнительную букву. И тогда вы попадаете в руки мошенников, которые вам ничего не продают, забирают ваши деньги, потом вас блокируют. Или вы просто можете скачать книгу бесплатно, ссылка под видео. На этом бабушка с вами прощается. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите в комментариях, я в следующих видео отвечу.